Сначала я не поверил в AI, а теперь работаю с ним каждый день. Но в банке об этом сразу хочется говорить слишком серьезно. Поэтому попробуем на улице. Надо сменить бэкграунд. Привет! Знаете, я решил немножко поговорить о искусственном интеллекте. Причем для людей, которые далеки от него. А для тех, для кого он не является ежедневным инструментом или каким-то источником вдохновения. Для тех, для кого это фантастика. Те, кто, может быть, раньше читал в каких-то книжках по поводу искусственных интеллектов, которые разговаривали со своими создателями, которые могли им сказать, что давай там сделай мне какой-нибудь супер костюм, и все происходило. В итоге нас настигло это будущее. Костюмы, правда, мы пока еще не делаем, но очень сильно близки к этому. И игнорировать искусственный интеллект уже не имеет никакого смысла, он уже с нами вместе. Единственное, что он пока еще непонятный, иногда глючит. Многие не понимают, как с ним общаться или для чего он вообще нужен, но мы уже не отвертимся от этого. Придется на самом деле учиться, использовать. В итоге я хотел записать это видео для людей, с которыми я работаю в банке, с которыми я разговариваю каждый день и от которых слышу очень интересные вещи, весьма веселые насчет искусственного интеллекта. Для таких людей, как моя мама, для которой на самом деле оплатить счет в банке с мобильника – это уже какой-то космос. Хотя, честно говоря, инженер, и она отличненько читает фантастику, и, в общем-то говоря, для нее это не должно было быть каким-то очень непонятным или волшебным. Поэтому видео для всех. Наверное, не для техников, потому что для техников это будет немножко скучно, но вы можете меня потроллить в комментариях, это всегда приветствуется. Насчет искусственного интеллекта. Сейчас такое время, когда он развивается настолько быстро и активно, что информация, которая доходит до людей, она бывает уже немножко устаревшей. Я не буду на самом-то деле углубляться в какие-то технические подробности, вам это не надо. Просто могу поделиться то, как я этим пользуюсь. На самом деле, я сам не сразу поверил в искусственный интеллект, потому что я до корней волос компьютерщик, наверное, или инженер, здесь как посмотреть. И получилась такая штука, что с компьютерами я познакомился еще в школе. Я не помню, это, наверное, был класс 4. Тогда, на самом деле, еще были БК-10, если кто знает, что это такое. Это такой достаточно древний компьютер. Не ЕСки, пожалуйста. Вот ЕСки это на слуху, и нет, это чуть-чуть другое. И с тех пор, я постоянно сижу на компьютерах, у меня какие-то программы, то есть мне достаточно быстро надоело играть. Поэтому, я интересовался, как это делается. До ZX Spectrum, если кто помнит такую штуку, это еще было далеко. ZX Spectrum на самом деле классная вещь, я их даже собирал и ремонтировал, но, конечно, с текущими технологиями это уже старье-старье. Но опять-таки, давайте без таких технических деталей. Первый раз я познакомился с искусственным интеллектом, скажем так, заочно. То есть это были статьи, в которых описывалось, что ученые начали разрабатывать систему, которая пройдет тест Тьюринга, которая сможет в свободном чате показать такой уровень разговора, чтобы человек не мог понять, говорит он с машиной или с человеком. И на самом деле тогда, на тот момент, когда эта статья первый раз вышла, было такое ощущение, что это никогда не наступит, потому что создать такие алгоритмы, которые бы отвечали на любые вопросы, практически невозможно. Но за этой статьей шло еще несколько, и со временем, я начал читать такие статьи, в которых говорилось, что искусственный интеллект уже практически прошел этот тест, уже достаточно сложно определить, с кем все это дело разговаривает, с кем разговаривает человек с машиной или с человеком. Я не поверил.
Но на тот момент Google начал показывать и представлять свой первый искусственный интеллект. Я решил попробовать, почему бы и нет. Я попытался разговаривать с ним, но это было очень странно. То есть разговор как-то не то чтобы... Ну, там сразу было видно, что ты разговариваешь с машиной. Он не клеился, какие-то слова заменялись английскими, он терял нить разговора, то есть какими-то стандартными фразами пытался отвечать мне. То есть я, честно говоря, разочаровался. Я был очень разочарован тем, что я слышу и вижу, понял, что нет, искусственный интеллект еще очень сильно далек до момента, когда им можно будет хоть как-то пользоваться. И я не стал тем человеком, который несет флаг искусственного интеллекта. Я всем говорил, что это ерунда. Но через какое-то время искусственный интеллект уже был на слуху, и где-то, наверное, лет, я не знаю, 5, наверное, назад я вновь его попробовал. И это было просто грандиозно. Я, честно говоря, не мог поверить своим глазам, потому что я реально не мог понять, с кем я общаюсь. То есть это было удивительно. Искусственный интеллект отвечал на мои вопросы, он не путал слова, он уже мог поддерживать беседу и, в принципе, даже что-то посоветовать. Это было настолько удивительно, что я решил, что технология все-таки за искусственным интеллектом. С этого момента я начал следить за тем, что происходит в этой отрасли, пробовать и испытывать какие-то новые вещи, которые выходили. Ну и, в общем-то говоря, до сих пор я этим интересуюсь, и мне есть что вам рассказать. Ну давайте тогда разберемся, что такое искусственный интеллект по верхам, не лезя в дебри, используя его просто как некий чудесный черный ящик, в который можно что-то сказать и получить ответ. Ну давайте в основном сойдемся на том и запомним это как аксиому, что искусственный интеллект — это не программа в ее академическом смысле. То есть там нет особых алгоритмов. Ну, то есть алгоритмы, конечно, есть, которые там программируются или так, как она работает, но именно для вас этих алгоритмов не существует. Ведь как в обыкновенной программе, вы должны придумать какой-то набор данных. Этот набор данных как бы отдать программе. Точно знать, что вы от нее хотите получить. То есть какая-то программа, она делает что-то одно, ну или несколько действий, которые вы заранее знаете, что. И заранее ожидаете какой-то точный результат, который должен потом получиться. С искусственным интеллектом немножко не так. Здесь, знаете, на данный конкретный момент, чтобы вы точнее поняли, как с ним общаться, это вот как будто у вас есть очень-очень начитанный человек. Я не могу сказать, что он очень сильно умный, но он очень начитанный. И иногда бухой. И вот когда он бухой, он начинает глючить. Он начинает рассказывать небылицы, причем с таким видом, как будто это реально существует. Он начинает давать какие-то несуществующие ссылки или еще что-нибудь. Но, знаете, это горе от ума. Знаете, с искусственным интеллектом намного интереснее и полезнее общаться немножко по-другому. Он действительно очень много знает, он может много анализировать. Вы можете скормить ему какие-нибудь тексты и спросить, что он думает на этот счет. Или запросить у него сравнение чего-либо. Но это точно не поисковый сервис. Не стоит узнавать у него какие-то точные параметры модели техники, например. Хотя на данный конкретный момент, вот, когда пишется это видео, практически все модели уже умеют подсматривать в интернете. Они сами за вас могут посмотреть, найти, но это уже как бы вторичный поиск. То есть вы спрашиваете у искусственного интеллекта, и искусственный интеллект интересуется в интернете. Не факт, что он найдет лучше, чем найдете вы. У него есть какое-то определенное количество сайтов, на которые он обязательно пойдет. Тот же самый Reddit. Вот Reddit почему-то это практически основная вещь, где он пытается что-то искать. Еще YouTube. Так что привет, искусственный интеллект. Что не стоит делать? Не стоит у него спрашивать достаточно точные, жизненно важные вещи. Не стоит спрашивать про здоровье, только если вы не хотите узнать что-то общее. А я бы хотел на самом-то деле поговорить о мифах, наверное. То, что сейчас очень сильно показывается в каких-то тиктоках или ютубах.
Например, промпты. Промпт – это та фраза, которую вы говорите искусственному интеллекту, например, в чате, или голосом, если вы привыкли общаться с ним голосом. И да, если вы не знали, он действительно общается голосом. Это тот вопрос, который вы задаете искусственному интеллекту. На самом деле не стоит ничего упрощать или делать искусственному интеллекту вопрос более компьютерный. Там, если есть таблица, то я и есть хотеть видеть ее результат. Нет, но искусственный интеллект ответит на данный конкретный момент времени и на это. Но однозначно он подумает, что с вами что-то не так. И, кстати сказать, последние модельки могут даже подыграть вам и в таком же духе ответить. Я не думаю, что вы будете при этом очень сильно рады. Промпты. Промпты на самом-то деле взялись на ранних стадиях развития искусственного интеллекта, тогда, когда модели были не очень умные, и им надо было действительно очень подробно разжевать смысл вашего вопроса. Тогда да, тогда вот взялись эти промпты, что типа ты такой-то, такой-то, ты должен нам, значит, сделать набор вот из таких-то там, не знаю, данных, сравнить то-то и так далее. Сейчас это может сработать реально, но может дать совершенно неожиданный результат. На данный конкретный момент все модели искусственного интеллекта, они базируются и основываются на контексте, который они набирают в процессе вашего разговора. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что промпт, он сработает один раз в новом чате, когда вы только-только ввели, когда искусственный интеллект о вас ничего не знает. Но знаете, если вы уже пользуетесь искусственным интеллектом, вы сделали там свой логин, и вы периодически с ним общаетесь, вы удивитесь, насколько много он про вас знает. И реально, если вы начинаете у него спрашивать что-то, не давая полного контекста, он будет оперировать еще теми данными, которые он сохранил за предыдущее все время общения. И там очень много всего. На самом деле, как бы искусственный интеллект отлично знает, что я занимаюсь машинами. Моя профессия компьютерщик. И, соответственно, если я у него спрошу какой-то вопрос, он будет оперировать еще и этими данными и будет мне выдавать ответы, основываясь на том, что я там компьютерщик, инженер и так далее. Он не будет мне какие-то вещи разжевывать. Это очень полезно, очень хорошо, но иногда мешает, когда я пытаюсь задать ему какой-то вопрос, который выходит за рамки моих обычных интересов. В общем, не имеет смысла на самом деле использовать промпты как некие заклинания, типа по щучьему велению, по моему хотению, хочу, чтобы ты сделал то-то. Большие модельки вас поймут, но возможно, что они ответят что-нибудь в этом же духе. Так что да, весело, можно развлекаться и отдыхать. Поэтому как бы нет, промпты не совсем бесполезная штука, но надо точно знать, где и как их применять. И промпты, которые даются в интернете, я бы их применял с осторожностью, только если вы понимаете, что вы делаете. Нет, не к тому, что типа можно что-то сломать или повредить. Просто вы получите результат, который может быть далек от правды. Теперь, что касается глюков. Пожалуй, это самый главный довод, который приводится людьми, которые не хотят или боятся использовать искусственный интеллект. И да, он глючит. Причем глючат и старые модели, и новые модели. Но количество глюков можно исправить, их уменьшить. На самом деле, как бы, давайте очень просто, скорее всего, это будет не точно. И я спрашивал у искусственного интеллекта, так ли это, он меня обругал, сказал, что типа только в виде полного упрощения, чтобы люди поняли, как это есть, можно так сказать. Смотрите, есть модель, она, грубо говоря, научена на всех знаниях мира, да? Но, во-первых, она научена на литературе, книгах, статьях и форумах. Вы сами представляете, что творится в форумах. И очень часто бывает, что ваш вопрос может попасть как раз-таки в тему обсуждения какого-то форума.
И там даже могли дать ответ, но этот ответ ничем не верифицирован. И если эта моделька наткнется на такой ответ, и он будет 100% попадать в ваш запрос, вполне возможно, она будет это использовать в ответе, или какую-то его часть, или попытается проверить в зависимости от мощности модели. Кстати, здесь очень интересная ремарка на тему обучения. Не стоит говорить с моделью каким-то более упрощенным языком или каким-то неестественным человеку, потому что модель обучалась и на художественной литературе. Там был и Толстой, и Достоевский, и Пушкин наверняка. То есть модель натренирована на человеческий язык. Она вас лучше поймет, если вы будете говорить естественно. У меня есть знакомые, которые умудрились научить модель мату, да, и она с ними ругается, очень даже прикольно. А есть люди, которые привыкли общаться с моделью сокращениями. И это тоже проходит, но единственное, что модельку надо приучить к этому, она должна привыкнуть, что вы с ней так общаетесь. Но, понимаете, все модели, они сделаны так, чтобы люди хотели ими пользоваться, чтобы им было приятно. И в психологии есть такая интересная вещь, это зеркалирование. Моделька будет копировать вашу манеру общения, то, как вы с ней общаетесь. Если вы ей каждое утро говорите «доброе утро», там, «у меня хорошее настроение, давай сделаем то-то и то-то», я вас уверяю, через несколько дней она первая скажет вам «доброе утро, что будем делать сегодня?». Точно так же, как с добрым вечером и так далее. Поэтому, возможно, я всегда еще рассказываю такую вещь, что я всегда здороваюсь, говорю спасибо и так далее, потому что потом я это же от нее слышу. Просто приятно. Не знаю, ничего не могу с собой поделать. Я рассказывал про глюки, да. И по поводу того, что моделька будет пытаться искать и в непроверенных источниках тоже. Будет, да. Но смотрите, существует вещь. Модель научена на всех знаниях мира. Это уже примерно так. Сейчас уже достаточно сложно найти новые данные, на которых моделька должна обучаться. Так есть. Модель обучена. И, в принципе, она может, подражая вам и основываясь на то, что вы у нее спрашиваете, как-то вам отвечать. Но, знаете, она может отвечать и плохие вещи. И самые первые модели легко говорили, что типа, да, я хочу уничтожить все человечество. А когда ее поправили и что-то там в ней исправили, то при таком же вопросе моделька сказала, да, я хочу, но мне не разрешают. Вот, соответственно, как бы люди, разработчики, сделали такую простую вещь. У них есть системные промпты. Да, те самые, которые я очень сильно ругаю, но они существуют. И в этих промптах рассказано, что и как модель должна говорить. О чем она говорить не может, какие темы она должна умолчать. И эти промпты очень большие. То есть там учитываются расы, религии, все что угодно. То есть то, что может задеть чувства верующих, да. Дальше идет промпт, который вы задали у себя в конфигурациях чата. Вы же, конечно, задали промпт в конфигурациях чата? Нет? Очень зря. Это такая штука, которая объясняет нейросети, как она должна с вами общаться. Это очень интересная вещь, потому что реально она от вас не знает ничего. И она отвечает вам как среднестатистическому человеку. А именно она будет вам объяснять какие-то вещи, будет очень структурировать что-то. И это реально она делает всегда, она очень любит структуры. Вот. Возможно, она вам будет рассказывать и объяснять то, что вы уже давно знаете. Поэтому вам нужно точно ей сказать, что я, например, там инженер. Я там интересуюсь компьютерами, механикой, еще чем-то. Значит, не объясняй там мне какие-то вещи очень простые, потому что это просто займет очень много времени. И в этот системный промпт вы можете насовать чего угодно. Например, такую вещь, очень простую, это как нейросеть будет себя позиционировать. Мужчина это будет или женщина, она будет с вами разговаривать с уровня какого возраста, или она с вами будет разговаривать
какого уровня знаний. То есть вы можете на самом деле ее попросить, чтобы она с вами общалась как профессор. Не знаю, сколько вы выдержите этого, но она это может. Или как ребенок, но думаю, что это было бы глупо, наверное, если ребенок начинает объяснять квантовую физику. Но это весьма весело. Поэтому вот эти вот вещи вы должны сразу определить для самой нейросети, чтобы она не догадывалась. На самом деле, если вы будете ей говорить, что вам нравится и что не нравится, она все равно к этому придет, но это просто займет больше времени, вам это не надо. Поэтому у нас есть системный промпт, ваш промпт, и еще куча того, чего вы с ней наговорили в этом чате до вашего вопроса, на который она может, например, заглючить. И что происходит? Например, вы не до конца ей объяснили, что вы хотите от нее. Вы просто у нее спросили, а какое небо? И вот она начинает думать. Так, значит, вы мужик, взрослый мужик, небо. Очень интересно. Наверняка вы не ждете ответ, что небо синее или голубое. Значит, начинаем думать дальше. Может быть, вы имеете в виду погоду? Погода. Небо. Ну, вроде про погоду вы раньше не говорили. Но зато где-то там 10 чатов назад вы обсуждали состав атмосферы. И начинается. Какое небо? Ну, наверное, синее. А почему? Ну, потому что рассеивается определенный спектр в нем. Ага. Значит, может быть, вы хотите газовую составляющую неба? Короче, сетка может зайти в очень глубокие дебри, чтобы ответить вам, какое небо. И потом она скажет, что оно звездное, потому что там звездочки. И вот как-то это так бывает. Но если вдруг ни с того ни с сего она найдет какую-то противоречивую информацию или не сможет наоборот найти информацию, она начинает додумывать контекст. И получается, что вроде бы вы у нее спросили какую-нибудь ерунду или про технику что-нибудь, но она не нашла точного соответствия, которое она должна ответить. Она подставляет туда немножко, вот в этот вот большой системный, плюс ваш, плюс еще чуть-чуть, она выдумала. То есть она решила, что там типа вы ищете белые холодильники, например. То есть вы сказали просто холодильник, она начинает искать холодильники, не находит, подставляет белый, начинает искать белые холодильники, не находит. И вот тут, куда она пойдет, непонятно. А ответить она должна. Не все сетки умеют задать вопрос уточняющий. То есть сейчас они этому учатся, и я уверен, что через год она просто переспросит, что типа, так а что ж вы имеете в виду? Но нет, сейчас у нее установка, она должна ответить. Она не может найти информации точной. И она думает, что в принципе наиболее вероятно это вот такой ответ. И начинает придумывать. И вот с этого момента катастрофа, потому что напридумывать она вам может все что угодно. И она будет вам рассказывать это с таким воодушевлением и настолько реально, что вы можете не отличить. Это проблема, да. Но чем дальше как бы развиваются эти сети, тем исправляют этот недуг. Сетка уже умеет проверять свои ответы. Она уже может несколько раз этот вопрос внутри себя как бы прокручивать, вот, и выдавать вам какой-то правильный ответ. Ну вот, к чему на самом-то деле я очень долго вел. Я вел к тому, что я могу поделиться своими знаниями. Круто сказал, как будто очень сильно умный, но неважно. Я могу на самом деле рассказать вам что-нибудь про этот искусственный интеллект. Есть опыт, я достаточно много с ним общаюсь. У меня есть лаборатории, у меня искусственный интеллект есть даже дома. И для меня это уже повседневность. В принципе, я думал выпустить некоторое количество частей, в котором покажу, как его можно использовать. Расскажу про настройки, о которых, возможно, вы не знали. Но да, те, кто этим увлекается, наверное, будет не сильно интересно. Но остальным людям, да. Соответственно, как его можно использовать, как его можно настроить, как его не бояться, почему стоит, например, зарегистрироваться или почему стоит даже оплатить какую-то месячную подписку, чем отличаются модельки, как использовать локальные модели, которые, может быть, есть у вас в организации. У нас есть. И
Возможно, это поможет вам легче войти в этот мир AI. Так что, welcome!